Всем привет, с вами Ксюша. В этом видео я вам покажу, как можно сделать такую декоративную штукатурку, используя обычную шпаклевку и шелк. Перед началом работ обязательно укройте все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. Для создания фактуры я буду использовать финишную шпаклевку Rot Bond Pasta и защитную пленку толщиной в 10 микрон. Шпаклевку наносить буду при помощи кельма и шпателя. Перед нанесением шпаклевки обязательно прогрунтуйте стену при помощи обычной пропиточной грунтовки. Нанесла небольшой участок толщиной примерно 2-3 мм. Сразу беру пленку и прикладываю к поверхности. Стараюсь по максимуму выгнать воздух из-под пленки. Пленка хорошо держится, оставляем ее пока так. Дальше заполняем шпаклевкой оставшиеся участки. Немного отклеиваю пленку и наношу шпаклевку внахлёст. Прикладываю дальше пленку. Выгоняю воздух и формирую рисунок. Делаю это вот таким образом, то есть чуть-чуть драпируя рукой в разные стороны. Поднимаю пленку и заполняю снизу. Заполнили нижнюю часть, опускаем пленку. Если под пленкой остаются крупные пузырьки воздуха, то необходимо взять иголку и проколоть в этих местах. Таким образом убираем все пузыри, которые мешают созданию рисунка. Я это уже сделала по всей поверхности, и теперь оставляю шпаклевку под пленкой до полного высыхания. Шпаклевка под полиэтиленом практически полностью высохла. Сейчас его необходимо снять с поверхности. Делаем это очень аккуратно. Тянем вдоль стены. Сняли полиэтилен, теперь берем кисточку и убираем все высохшие участки шпаклевки. После полного высыхания шпаклевки ее необходимо прогрунтовать при помощи валика с длинным ворсом.
Как всегда, начинаем грунтовать снизу вверх и не делаем подтеки. Нанесли грунтовку, дадим ей полностью высохнуть в течение 1,5–2 часов, а потом покроем всю фактуру шелком. Поверхность полностью высохла, теперь ее можно окрашивать. Я буду это делать при помощи шелка торговой марки Декораза. Материал называется сета. Наносить ее буду при помощи обычной кисточки. Шелк предварительно лучше разбавить, чтобы он легче наносился на фактурную поверхность. Закончили наносить шелк, сейчас я сниму скотч с краев образца и подведу итоги. Этот вариант декора смотрится очень необычно за счет своей фактуры. Вся поверхность покрыта плавными волнами и крошечными кратерами. Хаотичный рисунок выделен глянцевым декоративным шелком, мягкий блеск которого прорисовывает все углубления и все изгибы полос. Перламутровый шелк не только подчеркнул фактуру, но и придал поверхности приятный бежевато-розовый цвет. Такие нежные цвета с мягким жемчужным глянцем отлично подходят для украшения дома. Я думаю, что этот вариант декоративной штукатурки из обычной шпаклевки и шелка понравится многим зрителям, и они украсят свой дом именно так. Надеюсь, у меня получилось показать все этапы нанесения, и эта информация будет полезной. А на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Здоровья вам и удачи! До новых встреч!